Всем привет, друзья! В этом видео я хочу рассказать о золотых правилах, которые помогают нам выращивать крепкую и приземистую рассаду. Первое, на что хотел обратить внимание, это температурный режим. Следует знать, что понижение температуры до 16 градусов останавливает развитие рассады по ее вытягиванию. Но надо быть осторожным, потому что чрезмерное понижение температуры до 10 градусов уже способно вызывать типичный хлороз низких температур, когда корневая система перестает работать, питание перестает подаваться в верхнюю надземную часть растения, и растение начинает проявлять признаки нехватки элементов питания, пожелтения, покраснения и так далее. Поэтому с температурным режимом, с температурным коридором необходимо быть осторожным. От 13 до 16 градусов это именно та температура, которая способна задержать вытягивание рассады. Следующий момент. Правильное проведение полива. Друзья, обратите внимание сейчас на почву в наших стаканах. Она подсушенная. До какой степени необходимо проводить подсушивание почвы, чтобы был положительный результат и не вытягивалась рассада? Обратите внимание сейчас на листовые пластины. Они слегка обвисшие. Это именно тот сигнал, по которому мы будем проводить сегодня полив растений. Не путайте, пожалуйста, подсушивание и пересушивание. Пересушивание способно уже повредить листовые пластины, то есть они начнут высыхать. Вот именно та граница, при которой необходимо проводить полив. Что происходит, когда мы чередуем циклы полив-подсушивания, друзья? В стакане, в почве ощущается нехватка влаги, и корневая система начинает развиваться более активно в поиске этой влаги. И, соответственно, когда активно начинает развиваться корневая система, растение задерживается в развитии надземной части. Поэтому каждое вот такое подсушивание на немного, но приостанавливает вытягивание рассады. Следующий момент – это правильное освещение. Если вы выращиваете рассаду в комнате, то без искусственного освещения не обойтись, к сожалению, потому что освещение от окна не позволяет полностью обеспечить растение светом. Друзья, здесь же у нас подсветка растения идет со всех сторон. И кроме того, мы провели расстановку рассады. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы уменьшить конкуренцию соседних растений за свет. То есть, чтобы они не затеняли друг друга. Следующее правило – правильное проведение подкормок. Друзья, если рассада у вас вытягивается, и вы это видите, то необходимо до минимума сократить азотные подкормки и наоборот увеличить проведение фосфорно-калийных подкормок. Следующий момент, который влияет на вытягивание рассады, это объем почвы, в котором она растет. Для эксперимента я посадил в разные по объему стаканы рассаду томатов. Друзья, но пока видимых таких по развитию рассады не видно результатов, но в конце концов мы с вами убедимся, что чем больше объем почвы, тем лучше будет развита рассада, тем она будет более компактной и приземистой. Опять же, почему это происходит? Потому что в большом объеме почвы есть куда развиваться корневой системе, и когда развивается корневая система, надземная часть приостанавливается в своем развитии. И последний пункт, о котором я хотел рассказать в этом видео, это применение к рассаде регуляторов роста, специально созданных для того, чтобы подавлять линейное вытягивание рассады и увеличивать ее приземистость. Но, друзья, еще раз подчеркну, с регуляторами роста необходимо обращаться очень аккуратно, чтобы не нанести растениям вред. Поэтому строго соблюдаем правила. И напоследок, друзья, хочу сказать, что если какие-то из пунктов, о которых я сегодня рассказал, выбросить из схемы выращивания растений, то все остальные могут не подействовать. Поэтому все применяем в комплексе. В выращивании растений все весьма взаимосвязано. И применив все в комплексе, мы обязательно добьемся желаемых результатов.